Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас будет влог. Я сейчас иду по улице Тбилиси, Грузия. И я иду, чтобы встретиться с моими друзьями, которые приехали сюда, в Грузию, чтобы навестить нас с Юлей. Ну, это Юлины друзья изначально, так скажем. То есть Юля училась вместе с этими девчонками, они много лет знакомы, хорошие друзья. Ну и уже много лет они мои тоже друзья, и это очень круто. Так вот, они приехали из Москвы сюда, в Тбилиси, чтобы повидаться с нами. Мы вчера провели вместе целый день, ходили, сейчас уже не видно, но в общем вот в ту гору, на озеро. А сегодня мы едем в центр. Сейчас расскажу, что мы там будем делать, потому что у нас есть план. А план у нас сегодня такой. Мы едем в центр, гуляем там по старому городу, смотрим на старый город, на центр, исторический центр Тбилиси. А потом мы идем в кино, потому что девчонки узнали, что в кинотеатре сейчас идет фильм «Дьявол носит Прада. Часть 2». И они очень захотели посмотреть этот фильм, вторую часть. А я не смотрел первую часть. И вчера вечером они сказали: «Макс, ты должен посмотреть первую часть этого фильма». Ну и что делать? Я посмотрел. Кстати, фильм мне в целом понравился. Такой довольно простой, довольно легкий, приятный фильм. Не знаю, просто простой, приятный, хороший такой фильм. Посмотрим на вторую часть сегодня. Я, конечно, приглашаю вас вместе с нами посмотреть на центр города. Ну, посмотреть фильм мы не сможем, к сожалению, но, по крайней мере, я поделюсь своим мнением о второй части. Так, сейчас подождем такси. Ого, через 1 минуту уже будет. Быстро. Все, и едем в центр. За нами едет Тесла. Поедем на Тесле. Блин. Чувак, водитель остановил меня прямо вот здесь, на проспекте. Нужно было выйти, я вышел, а тут полоса автобусов. И, короче, автобус едет, я закрываю быстро дверь. Он такой: ха-ха-ха, подожди чуть-чуть. Я подождал немножко. Вон, вот такой вот автобус. Я подождал чуть-чуть, снова смотрю, открываю дверь, и там еще один автобус. Я такой: не, давай чуть-чуть куда-то в другое место подъедем. В общем, да, было забавно. Прикол, что мы ехали, минут, не знаю, 10, наверное, в центр города сюда. И поездка... Это еще был премиум-тариф, то есть не самый дешевый. Поездка обошлась мне, внимание, в 2 евро, друзья. 2 евро. 10 минут на Тесле в центр города. Ну, то есть 10, не знаю, может 12. Ну, я думаю, 10. Где-то 10 минут. 10 минут. Прикольно. Ну, как всегда, есть 2 стороны медали здесь. С одной стороны, классно, что так дешево для тебя, потому что ты понимаешь, что, это просто ничто. 2 евро за поездку. В Испании такая поездка стоила бы 8-9 евро минимум. Минимум, но, скорее всего, 10 евро. Я ни разу не платил в Испании менее 10 евро за поездку. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что... Конечно, такие цены влияют на водителей. То есть ты понимаешь, что водители, скорее всего, зарабатывают очень мало из-за этого. Да, другая сторона медали.
При том, что в целом цены здесь, я бы не сказал, что низкие в Грузии. То есть что-то можно купить дешево, но вообще аренда жилья или продукты, ну, они прям не дешевые. То есть они в целом сопоставимы с европейскими. Такие дела. Здесь, кстати, огромный торговый центр, и здесь же находится еще одна станция метро, Площадь Свободы. Ну и, в общем, куча тут разных магазинов. Мне нужно сейчас встретить девчонок. Вроде как мне нужно подняться по этой лестнице туда вот наверх, потому что они приехали раньше, а я приехал чуть позже. Поэтому сейчас буду их искать. Ну, в 21 веке это делается элементарно. Ты просто, как сказать, шаришь. Обычно мы этот глагол используем. Или расшариваешь свою локацию в Телеграме. И все. И идешь к другому человеку. Напоминает компьютерную игру, когда на маленькой карте есть ты и есть какой-то маркер, куда тебе нужно дойти. И вот ты идешь по карте. Вот, прикольно. Да, здесь, кстати, есть проход. Смотрите. О, ничего себе. А здесь, смотрите, театр Грибоедова. Здесь можно посмотреть на актеров. Ну, я так предполагаю, что это актеры театра. И здесь даже рядышком еще есть афиша. Да. Афиша театра. Так. Здесь у нас фонтан. Вижу фонтан, и мне нужно, по-моему, туда направо, в сторону горы. А вот здесь, кстати, смотрите, какое прикольное здание. Тоже похоже на советское наследие. Такое интересное. И здесь вот такой вот фонтан. О! Смотрите, а там дальше реставрируют старые дома. Пойдемте посмотрим. Буквально одним глазком. Ну, я не знаю, или не реставрируют, но, в общем, что-то ремонтируют. Дорогу, наверное, ремонтируют. Да. А здесь какая-то спортивная площадка. И смотрите, что я вижу, друзья. Смотрите, кто там. Смотрите, кто там. Диего Марадона собственной персоной, «El Pibe de Oro», что переводится с испанского как «золотой мальчик». Да уж, неожиданно увидеть здесь Марадонну. Да, друзья, это действительно здание советской эпохи. Как я узнал, оно построено в 1981 году было. И это было здание Центрального комитета Коммунистической партии Грузии. А сейчас это просто, здесь находится правительство Грузии. В общем, интересное такое здание. Это позднесоветский модернизм. Ну, во-первых, смотрите, какая потрясающая, красивая башня. Классная, правда? А во-вторых, я вам рассказывал про современные технологии, про то, как удобно просто расшарить свою локацию, найти другого человека. Так вот, я уже 15 минут хожу, тут снимаю всякие здания, показываю вам театр и двигаюсь по направлению к Юле. Она каким-то образом, не знаю, телепортируется вообще в другие какие-то места. И вот сейчас они примерно там, откуда я вообще начинал идти. Где меня высадил
водитель такси. В общем, иду сейчас искать всех. Здесь очень красиво. В центре, ну, это все, наверное, можно назвать центр города. Центр просто большой. Вот. Я сейчас иду, пытаюсь догнать девчонок. Я догоняю девчонок. Пока не получается. Пока не получается. Как-то слишком быстро они ходят, если честно. Может быть, я просто привык, что обычно я догоняю Юлю с Сабриной, и они вместе идут медленно. А сейчас Сабрина в садике, и поэтому девчонки идут очень быстро. Но я пытаюсь. Но тут очень красиво. В общем, я уже смирился с тем, что я не догоню девчонок, но я не могу вам просто не показать такую красоту. Посмотрите, какое здание прекрасное, с колоннами. Это уже другая эпоха, это 30-е, 50-е, по крайней мере, так говорит интернет. Потому что это здание строилось очень долго. Ну, оно большое, оно туда дальше идет, вглубь далеко. И это здание парламента Грузии. Советский неоклассицизм с национальными мотивами. И прямо напротив очень красивое здание Грузинского музея изобразительных искусств. Посмотрите, какая красота! Надо будет туда обязательно сходить. Вот я и вернулся снова в то место, откуда я начал. Я так и не встретил еще девчонок. Мне нужно перейти этот проспект, чтобы их встретить. Это проспект или шоссе Руставели. В Питере, кстати, тоже есть проспект Руставели, большой проспект. А Руставели — это, кстати, классик грузинской литературы. В XII веке он жил во времена так называемого «золотого века Грузии». Смотрите, Алексей Толстой. Кстати, не нужно путать его со Львом Толстым. Это другой писатель. Он жил позже, в советское время. Булгаков, Кант и Высоцкий. Зашел в подземный переход, наконец-то нашел его. И здесь продают разные штуки. Я помню, в Питере тоже так было. В переходах всегда продавались разные товары. Ну, обычно такого сомнительного качества. Но это какая-то такая, не знаю, культурная тема. Типа, я купил что-то в переходе, да. Была даже тема, что люди покупали дипломы в переходе. Ну, то есть, действительно, это уже было на станциях метро, где был переход с одной станции на другую. Там стояли чуваки, и у них прям в руках была такая табличка, написано «диплом». И к ним можно было, ну, видимо, подойти и как-то, не знаю, договориться о покупке диплома о высшем образовании. Прикиньте, да, времена были. Но это было, не знаю, 90-е, начало 2000-х. Конечно, сейчас такого нету, но раньше такое было. И поэтому было такое, была такая фраза, клише, типа, ты что, диплом купил в переходе? Или он же ничего не умеет, он что, диплом просто в переходе купил? Ну, то есть это стало таким клише, крылатой фразой, купить диплом в переходе. Ну и действительно, в переходе много чего можно было купить. Но пока я вам это все рассказываю, друзья, можно посмотреть на площадь Свободы, да, я правильно понимаю, что это площадь Свободы? Скорее всего, она. И наверху вы можете увидеть Георгия Победоносца на коне, который такой пикой пронзает
змея или дракона, да, побеждает дракона. Это христианский символ, безусловно, и как раз именно в честь этого Георгия и названа страна Джорджия, да, или Грузия. Ну, вот с Грузией не могу точно сказать, почему так, но Джорджия, английское название, связано именно с Георгием Победоносцем. Такая вот история. Здесь очень интересное место, я его еще с прошлой поездки в Тбилиси запомнил. Здесь ты идешь по такому настилу прикольному, и вот там вот находятся старые, ну как древние даже, не знаю, части каких-то сооружений. Сложно сказать, что это было, не знаю. Но история прямо под ногами. Здесь продаются ковры. И, друзья, тарадам, мы наконец-то дошли до старого города. Девчонки в 5 минутах ходьбы. Ой, я надеюсь, что я смогу их найти. О, слушайте, вот такие штуки очень похожи на то, что мы видели в Испании. Такие, не знаю, как их назвать, деревянные балконы. Крытые, да, крытые деревянные балконы. Так, идем дальше. Покажу вам немного старого города. Здесь продают, ну, как обычно в таких туристических местах, продают и всякие брелки, магниты. Что еще? Картины, открытки и так далее. Так, здесь у нас кафе. И снова большой балкончик. Такой нависает. Красиво. Красиво, красиво. Так, а нам нужно повернуть налево, кажется, сюда. Ух. Тут вот посмотрите на карту, посмотрите на карту, как выглядит старый город. Просто туда направо-налево, направо-налево. Очень такая интересная планировка. Так, теперь нам вот туда. Отлично. Какая металлическая лестница туда наверх ведет. О, посмотрите, какой розарий. Розы, розы, розы. Розы розовые и розы оранжевые. Так, я почти уже дошел. Вот здесь красивое здание, но как будто бы они переборщили с проводами. Вам так не кажется? Очень много проводов. Я уже совсем близко, совсем близко. Так. Красиво. А как вечером здесь красиво, когда все эти лампочки светятся. Да, представьте. Очень красиво, наверное. Так. И сейчас слева должно быть... О, нет. Я подумал, что это Юля там, но это не Юля. Перепутал. Так. Блин, где же они? Здесь? Нет, не здесь. Так. Может быть, здесь? Так. Нет. Да. 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 Можешь распилить завтрак? Есть турецкий завтрак? Распилить завтрак я только бюджеты пилю. Ну, распили со мной бюджет на завтрак. Джорджиан или туркиш? Давай, конечно, Джорджиан. Хачапури. Хачапури? Яйцо и хачапури. Яйцо и хачапури. Ну, а что такое голубой лис? Название места. Да? Ясно. Познакомьтесь, это Маша. Здорово. Вы уже знаете Машу, она несколько раз записывала со мной подкасты. Вы можете посмотреть. Диалоги были интересные. Очень, как сказать, рефлексивные, да? Ой, не вспоминай. Ладно, не будем. А это Лера. Лера, привет. Привет, привет.
Лера, что ты будешь есть? Я буду есть, конечно же, Georgian breakfast, потому что я собираюсь есть хачапури каждый день. И еще здесь есть turkish кофе, и его я буду точно. Круто. А ты, Маша, что ты заказала? Я еще ничего не заказала, но я планирую гранолу с сезонными фруктами, потому что... Почему бы и нет? Фрукты. Да. Все. Нет, Юля, а мы с тобой что, один завтрак напополам? Нет, можем взять два. Может, турецкий и грузинский. Хорошо. Нам принесли грузинский завтрак. Давайте посмотрим, что здесь есть. Первое, здесь есть вот такой местный хлеб, помидорки, огурчики, яйца. О, какие горячие, господи. Я не знаю, они сварены вкрутую или в смятку, потому что есть... Господи, есть два типа, как можно сварить яйца. Вкрутую или в смятку. Короче, вкрутую это когда оно совсем твердое, в смятку, когда желточек жидкий. Затем у нас есть мед, сладкий, масло. Зачем снимаешь? Маше очень нравится, как я снимаю грузинский завтрак. Затем есть масло. И главное, роскошь, это хачапури. Вот это кусок хачапури. Это такой круглый пирог, и внутри у него начинка. Бывает разная, но обычно она включает в себя сыр в любом случае. Сыр с картошкой, сыр с какой-то зеленью, с мясом тоже бывают. Невероятно вкусная штука. И, конечно, турецкий кофе. Ну, это уже опция, моя опция. Чертовски хороший кофе. Юля, яйцо в смятку или вкрутую? Я бы сказала, что скорее вкрутую. Видите, желточек твердый. Желточек твердый. Яйцо скорее вкрутую. Но, в принципе, оно еще не определилось. У него есть еще немножко времени, чтобы определиться, вкрутую оно или в смятку. Потому что Юля его еще пока не съела. Яйцо! Определяйся! У нас есть еще час где-то до начала нашего сеанса, киносеанса или кинопоказа. Нет, ну, конечно, сеанс. В общем, до начала фильма еще час, поэтому решили пройтись по центральной части города, здесь прогуляться, и заодно дойти до какого-то водопада. Здесь есть водопад, я его раньше не видел, сейчас посмотрим, как он выглядит. Но здесь очень красивая часть города, ее можно снимать просто бесконечно, прийти сюда и просто снимать. В следующий раз обязательно. Нет? Это оно? Школьники заняли всю лестницу, поэтому ждем. Пропускаем. Тут такая длинная винтовая лестница. Вот такая вот по спирали идет. Да, я, конечно, видел, чтобы было много замков на мостах, но чтобы столько, я никогда не видел. Это, конечно, просто уникальная абсолютно история. Я не знаю, есть ли в вашей стране такая традиция, но в России тоже такая традиция есть, когда молодые люди, ну или не молодые, женятся, то они прикрепляют такой замочек к мосту. И вот здесь, наверное, можно даже прочитать, ну, вот здесь, например, есть инициалы, здесь тоже вот явно имена написаны влюбленных. Вот здесь тоже вот Катя и Никита, например. Здесь тоже имена. Есть у вас в стране такая традиция, ребят?
Здесь находятся серные бани. Я так понимаю, что это бани, где вода с высоким содержанием сероводорода, я так подозреваю. В общем, на экране будет чуть более подробная информация. И в сами бани билеты все были раскуплены, но можно увидеть вот здесь... Мужчина мочит ноги, а оттуда вот идет труба, и из трубы выливается вода. Как раз вот та самая вода, серная вода. Она, видимо, идет здесь как-то из-под земли, и поэтому здесь построили вот такие бани. Предполагаю, что им много лет. Чем ближе подходишь к этой воде, тем сильнее запах сероводорода. Честно говоря, мне этот запах очень знаком, потому что в Ленинградской области у нас была скважина, откуда шла вода. И вот вода по какой-то причине была тоже вот с этим запахом сероводорода. Я с детства помню очень хорошо этот запах. Он неприятный запах, честно говоря. Знаете, запах, как будто кто-то пукнул, простите. Или, можно сказать более грубо, как будто кто-то пернул. Вот, такой неприятный запах. Но сейчас посмотрим, как здесь все выглядит. Так, ну, нет, наверное, вот сюда точно не надо вставать. Тут какой-то, как будто бы просто слив нечистот. Не знаю, может быть, конечно, это какая-то серная вода, но, по-моему, судя по запаху, здесь сюда просто сливается грязь. Но вот здесь, судя по всему, с этой стороны, с этой стороны, судя по всему, вода вот как раз с содержанием сероводорода, если я правильно выражаюсь. Посмотрите, какие следы оставляет эта вода на этом камне. Видите? Здесь какой-то туннель, причем там есть свет. Есть свет. Давайте посмотрим, как это все выглядит. На самом деле света гораздо меньше, чем вы видите на камере. Ну, чем вы видите на видео, вернее, чем показывает камера. Потому что на экране камеры все такое, довольно светло. По факту здесь, конечно, темно. Вижу, что здесь какая-то экспозиция. Экспозиция. Ага. Вот это, наверное, королева Тамара. Да, она и есть Тамара Великая. Тоже, видите, как раз 12-13 век, золотая эпоха Грузии, золотой век Грузии. Видимо, это другие цари, которые правили. Кстати, Тамара единственная женщина, которая была царицей или королевой. Ощущение, что я из гильдии воров по канализации покидаю, город. О, нормально. Нормально. Тут встречает нас терраса. Очевидно, какой-то ресторанчик. Прикольный проход. Прикольный, мне очень понравился. Сразу выходишь к реке и к вот этой церкви. Смотрите, какая красота. Грузия христианская страна. Здесь тоже православие. Или ортодоксальное христианство. Так, ну что, вот реклама нашего фильма «Мэрил Стрип». Прикольно, что играют те же актеры, но 20 лет спустя. В общем, встретимся после фильма, расскажу, как оно. Расскажу, поделюсь своим мнением о фильме. Лера, какие эмоции у тебя после фильма? Мне очень понравилось. Это прям, мне нажали на все ностальгические кнопки, на которые нужно было нажать. Наряды прекрасные, музыка прекрасная, Леди Гага прекрасная.
Господи, Мэрил Стрип прекрасная. Мне очень понравилось. Что тебе запомнилось больше всего? Вот одно что-то могла бы ты выделить? Ну, наряды Энди, особенно тот, который светло-серый клетчатый, такой немножко твидовый. Вот это был лучше. Это мне очень понравилось. Все это время ты провела вот в такой интересной позе, завязывая шнурки. Супер. Юля, какие у тебя эмоции? Мне понравилось. Очень красивый фильм, очень красивый Милан. Очень круто, что появилась Леди Гага. Это был приятный сюрприз. Я как раз думал, интересно, кто это? Может, это Леди Гага? Да что, да? Да, ну да. Да, это Леди Гага. Хороший фильм, хорошая концовка. Без каких-то компромиссов из разряда, ну, я теперь просто свободненько погуляю по городу, потому что я больше не главный редактор журнала. Не знаю, мне То есть понравилось. концовка второго фильма тебе больше понравилась, чем концовка первого? Почему нет? Концовка первого тоже классная. Но я имею в виду, что они могли как-то по-другому закончить второй, а как они закончили второй, мне понравилось. Ясно, спасибо. Что ж, фильм мне понравился. Мне кажется, такой же прикольный в целом, как и первая часть. Я понял, что выгляжу я крайне дерьмово. Это первый вывод, который я сделал. Но это так. Мне понравилось, что показали, как мир изменился. Ну, это логично, за 20 лет. Но мне понравилось, как это было показано. И на самом деле заставило немножко задуматься о том, что действительно наш мир сильно изменился. Не знаю, в общем, как-то хочется на эту тему еще порефлексировать, подумать. В общем, фильм прикольный. Если думаете сходить, то сходите. На этом, друзья, у меня все. До встречи в следующем видео.